Иногда все начинается с мелочи. Женщина средних лет поднимается по лестнице и вдруг останавливается. Не потому что устала, потому что колено словно заклинило. В такие моменты человек впервые понимает, суставы — это не просто кости, это свобода движения, которую легко потерять. Я говорю об этом как мужчина, который много лет изучал народные способы лечения и наблюдал за тем, как люди справляются с болью, не экспериментируя вслепую, а следуя проверенным временем методам. Боль в колене — сигнал, и его нельзя игнорировать. Коленный сустав – один из самых нагруженных в нашем теле. Он страдает от лишнего веса, холода, возрастных изменений, старых травм. И первое, что нужно сделать – не заглушать боль таблетками, а понять, как правильно поддержать сустав. Совет первый. Тепло и кровообращение. Народная медицина всегда начинала с согревающих процедур. Сухое тепло, шерстяные повязки, теплые компрессы – все это улучшает приток крови и помогает суставу восстановиться естественным образом. Один из самых известных рецептов — компресс с горчицей и медом. Горчица разогревает, мед питает ткани. Такой компресс делают вечером, аккуратно, без ожогов, и обязательно укутывают колено. Совет второй. Движение, но правильное. Полный покой вреден. Народная практика всегда говорила, сустав должен работать, но мягко. Легкие круговые движения, спокойная ходьба, упражнения без резкой нагрузки – вот основа восстановления. Я видел, как мужчины и женщины делали простое упражнение. Сидя на стуле, медленно разгибали и сгибали ногу, без боли, без рывков. Это кажется мелочью, но именно такие движения возвращают суставу жизнь. Совет третий. Питание для суставов. Наши бабушки знали, если болят суставы, значит организму не хватает строительного материала. Костные бульоны, холодец, блюда с желатином – это естественный источник коллагена. Особенно ценился крепкий бульон на костях, томленый несколько часов. Его пили теплым, небольшими порциями. Не как лекарство, а как поддержку, изнутри. Совет четвертый. Травы и настой. Народная медицина редко ограничивалась одним методом. Отвар из сабельника, листа брусники, корни лопуха использовались для снижения воспаления и выведения солей. Важно понимать, травы – не быстрый эффект. Это работа на перспективу. Настои пили курсами, соблюдая меру, прислушиваясь к реакции организма. Совет пятый. Наружное восстановление. Растирки на основе спирта, каштана, прополиса применяли для улучшения подвижности. Их втирали мягко, массирующими движениями, всегда по ходу кровотока. Особое внимание уделяли массажу. Даже простое поглаживание вокруг колена улучшает лимфоотток и снимает напряжение в мышцах, которые часто и создают ощущение сломленного сустава. Народный подход всегда был комплексным. Не один рецепт, а образ жизни. Тепло, движение, питание, травы и забота о себе – все работает вместе, а не по отдельности. Я подчеркиваю, речь не о чуде за одну ночь. Суставы восстанавливаются медленно, но если дать им правильные условия, они отвечают благодарностью. Очень важно не доводить боль до крайности. Когда колено ноет, это просьба о помощи, а не повод терпеть или заглушать симптомы. Тысячи людей годами используют эти методы, потому что они логичны, просты и проверены поколениями. Не мода, не реклама, а опыт. И каждый раз, когда человек снова начинает свободно двигаться, он понимает, здоровье – это не случайность, это внимание к деталям. Если вы смотрите это видео и узнаете себя, значит вы уже на правильном пути. Главное – начать действовать разумно и последовательно. Спасибо вам за просмотр. Если информация была полезной, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь своим опытом и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья».
чтобы не пропускать новые видео о здоровье проверенным временем.